Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такие слитки. Нафантазировала. Слитки спицами. Спицы мне понадобятся номер 3. Сразу скажу, мысок и задник я буду вязать спицами на полномера меньше, 2,5. Также пряжа у меня желтый, основной цвет, даже он не основной, ну, вот буду говорить основной, серый, розовый и белый, 4 цвета у меня. Также круговые спицы. Это турецкий акрил. Вот такая вот марка. Долго читать. 100 граммах 225 метров в этот раз. Обычно 240-250 вяжу, но сильно большой разницы не было, но вот 225 метров 100 граммах. Сняла с манекена, показать, как он выглядит. Значит, вязание в этот раз у меня будет с боковой части. Я начну с боковой части, полностью провяжу вверх, потом мысок, потом сделаю обвязку, потом подошву. Может быть, такой способ кому-то покажется более интереснее, проще, быстрее. Мне понравилось. И вот полоски выглядят немножечко по-другому тогда. Так, сейчас давайте я сразу замерю, сколько он по длине у меня вышел. Полностью в спокойном состоянии по длине 23 сантиметра. Пускаю пару сантиметров на растяжку. До 5 22. В процессе вязания все равно отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Перехожу к вязанию. Так, на спице номер 3 я наберу 41 петлю. Сейчас смотрите, что я сейчас буду делать. Я провяжу вот эту вот часть. Высоту у меня будет 20 рядов. Вот я набрала петли и далее буду вязать полосками. На размер 37, 38, 39, 41 петля проходит. Но опять же, от плотности вашего вязания, от толщины пряжи, это тоже играет роль. На размер 36 наберем на 3 петли, где-то меньше, 41, 39. Вот так вот, 38, 38, 39. Я сейчас провяжу эту часть, замерю ее в сантиметрах. Обычным способом набираю петли. И первый ряд провяжу все лицевыми. Так, провязываю изнаночную сторону все лицевыми петлями. Вязать можно любым узором. Я показываю так, как вязала я. Значит, пришла в конец ряда. Последнюю петлю я провязываю контрастным цветом. Следующий ряд у меня будет полоса, узор со снятыми петлями. Я буду вязать 6 рядов желтым цветом. Так, следующий ряд, второй ряд, это первый у нас был по изнаночной, посчитала стороне, лицевыми провязала основным цветом. Следующий ряд, все петли провязываю лицевыми. Сейчас вот хвостик, сразу его заплести. Провязываем до конца все лицевыми, и кромочную я провязываю изнаночной петлей. Перешли на изнаночную сторону, третий ряд узора. Первую петлю снимаю. Далее вяжем так: 1 лицевая, нить за работой, одну петлю снимаю, не провязывая. Одну провязали лицевой, одну сняли, не провязывая. Ну, что ж такое, да? Так, вяжем до конца ряда. Одну сняли, одну провязали лицевой, одну сняли, одну провязали лицевой. До конца ряда довяжем. И пришли в конец ряда, кромочную петлю провязала изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Следующий у нас 4-й ряд. Все петли провязываю лицевыми желтым цветом. Первую сняла,
Основной цвет нить подняла здесь. До конца ряда провязываю лицевыми все. И по изнанке опять буду вязать со снятыми петлями, только уже менять в шахматном порядке. Так, довязываем 4-й ряд лицевыми. Довязала 4-й ряд, перешли на изнаночную сторону, 5-й ряд узора, первую петлю снимаем. Теперь вяжем в шахматном порядке. Если мы в первом ряду первую петлю провязывали лицевой, то теперь мы ее будем снимать, не провязывая. Нить за работой, сильно не затягивайте эту нить. Первую теперь сняла, вторую провязала лицевой. Первую сняла, вторую провязала лицевой петлей. Так вяжем до конца ряда. Одна лицевая, одну сняли, не провязывая, одна лицевая, одну снимаем, одну провязали лицевой, одну снимаем. Довязываем 5-й ряд. Перешли на лицевую сторону, 6-й ряд узора, все петли провязываем лицевыми. И по изнаночной стороне 7-й ряд провяжем, как вязали первый. Изнаночная сторона, 7-й ряд вяжем как первый. Первую петлю провязала лицевой, следующую снимаю, не провязывая, нить за работой. Провязали одну лицевой, одну сняли. Вяжем так до конца ряда. 7-й ряд заканчиваем. Перешли на лицевую сторону, 8-й ряд узора. Перешла на основной цвет, серый цвет у меня. Все петли провязываем лицевыми. Первую снимаем. Желтый цвет я здесь обрезала. Хвостик заплету. Все до конца ряда провязываю серым лицевыми петлями. Перешли на изнаночную сторону. 9-й ряд узора по изнаночной стороне серым цветом опять все петли провязываем лицевыми. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Ой-ой. Пришли на лицевую сторону. Следующий ряд у нас будет 10-й ряд. Считаю ряды. Вот такая вот штучка у меня. Очень удобно. Значит, следующий у нас будет сейчас вот такая вот полоса с серыми, как сказать, точками такими. Из одной петли я буду вывязывать 3. Далее между каждой белой вот точкой, сказала серыми, ошиблась. Между каждой белой вот этой вот горошиной будет по 3 петли лицевых. Из одной будет 3, между ними 3 петли лицевых, сразу скажу. Значит, исходя из этого, если у вас другое количество петель, рассчитать нужно петли. Давайте я вам сразу вот эту вот полосу замеряю в сантиметрах. Вот уже немножко провязала, вязание собралось немножко в кучку. Так, ну сколько? Вот здесь 14,5, да? Вот так вот. Теперь белый цвет нам нужен в этом ряду. Как я уже говорила, 10-й ряд. Значит, первую я кромочную снимаю. Следующую провяжу лицевой. Далее из одной петли подвязываем белый цвет. Из одной петли вывязываем 3 белых. Одну провязала лицевой. Одну накинула. И одну опять лицевой. Провязала. Далее серый цвет. 3 петли провязываю серым лицевыми. 1, 2, 3. Провязала. Далее опять белый цвет. Одну провязала, одну набросила белым цветом. И опять я одну провязала. 3 петли набрали. Перешла на серый цвет. 3 петли лицевые серым. И так до конца ряда. Из одной петли вывязала 3. 3 серым провязала. Один, два, 3. Так, вяжем так до конца ряда.
Довязываем ряд до конца. Так что у меня здесь осталось 3 петли в конце. Последний раз я вывяжу 1, 2, 3. И последних 2 серых провязываю лицевая и 1 кромочная осталась. Теперь переходим на изнаночную сторону. Следующий у нас какой идет? 11 ряд. Нажала кнопочку 11. Значит, серый цвет я провязываю эти петли теперь изнаночными. 3 белых петли набранных я буду провязывать 3 вместе лицевой петлей. Первую снимаю. Что у нас здесь? Вторая серым провязали. Теперь 3 петли белых провязываем вместе. Провязали. Далее 3 серых провязала изнаночными. Далее 3 белых опять. Так что у нас здесь подтянули шарик этот. Три белых провязали вместе. 3 петли основным цветом провязала изнаночными. И так до конца ряда подтянули. 1, 2, 3 петли провязываем вместе. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Опять белый цвет. Нить наперед. 3 петли вместе. И 3 серых. Так, это у нас 11 ряд. Изнаночная сторона. Заканчиваем. Закончили вязать 11 ряд по изнанке, перешли на лицевую сторону. 12 и 13 ряд провяжем серым цветом лицевыми петлями по лицевой стороне и по изнаночной. Все петли провязываем серым. Значит, сейчас я белый цвет что сделаю? Протяну его вот к середине, потому что следующий узор белым у меня будет начинаться вот посередине. Значит, от начала 23, еще одну добавим, 24-25 петель от начала, переброшу эту нить. 24. Через 24 петли остановлюсь. Так, смотрите, что я здесь ее перебросила. Теперь провязываем весь ряд основным цветом, все лицевыми. Вот эту нить провожу. Через 3 петли ее перебрасываю. Так, довязываем 12 ряд и по изнаночной стороне возвращаемся, все лицевыми провязываем. Всю вторую полосу мы закончили. Опять первую снимаем, все провязываем лицевыми. Да, 13 ряд у нас 13 ряд по изнаночной стороне, довязали лицевыми. Лицевая сторона, 14 ряд узора, подвязали розовый цвет. Сейчас вяжем точно такую же полосу, как мы вязали желтым цветом. 14 ряд провязываем все петли розовым лицевыми. Полностью весь ряд провязываем лицевыми. Переходим на изнаночную сторону, довязали ряд до конца. По изнанке 15 ряд узора, первую снимаем, далее вяжем со снятыми петлями. Первую петлю провязали лицевой, одну снимаем, не провязывая. Первую провязали лицевой петлей, одну сняли, не провязывая. Вяжем до конца ряда, заканчиваем 15 ряд. Перешли на лицевую сторону, 16 ряд узора, вяжем все петли лицевыми. Розовый цвет, все петли провязываем до конца лицевыми. И по изнаночной стороне 17 ряд у нас будет повтор.
Изнаночная сторона 17 ряд, кромочную снимаем, следующую петлю снимаем, не провязывая. Далее одну провязали лицевой, одну сняли, одну провязали лицевой, одну сняли. Так вяжем до конца ряда, заканчиваем 17 ряд. 18 ряд узора. По лицевой стороне опять мы все петли провязываем лицевыми до конца ряда, провязываем 18 ряд лицевыми петлями. Перешли на изнаночную сторону, 19 ряд узора, вяжем узор, как вязали первый ряд. Кромочную снимаем, следующую петлю провязала лицевой, следующую снимаю, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, довязываем 19 ряд. Так, довязала до конца. Теперь вы смотрите, нужно было серый цвет тоже к середине провести, но я это забыла сделать. Поэтому я сейчас петли буду закрывать серым цветом, а так бы я закрыла бы розовым. Последнюю петлю провязала серым. Все, теперь у нас сейчас будет 20 ряд. И на этом все, 20 ряд я буду закрывать петли, да? По лицевой стороне. Теперь что сейчас сделаем? Смотрите, закроем петли, пока не останется вот здесь на передней части, на мыске у меня будет 18 петель. Так, по 2 петли, хвосты сейчас попрячу эти все аккуратненько. По 2 петли вместе провязываю, закрываем. Закрыла петли, осталось у меня здесь 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Теперь эти петли провязываю основным цветом лицевыми петлями. Сейчас я буду вязать вот эту вот среднюю часть. Опять у меня будет идти вот одна полоса серого цвета с белыми вот этими вот точками. Это она у меня будет на средней части. Так, провязываем все до конца лицевыми. Здесь я уже ряды не считаю дальше. Боковую часть посчитали. Теперь вот посередине у меня полоса серого цвета. Довязываем ряд до конца лицевыми и по изнаночной стороне возвращаемся. Также провязываем эти 18 петель все лицевыми петлями. Пришли на лицевую сторону, далее продолжаем вязать серую полосу по узору. Значит, здесь можно просчитать. Смотрите, у нас было 2 петли, 2, 1 белым, 3, 1 белым, 3 серым, 1 белым, 3 серым, 1 белым. И остается у нас 3 основным цветом. Значит, первую теперь снимаем, вторую провязываем серым, третью провязала серым, следующая петля белым цветом из одной петли вывязываю 3. Далее 3 петли лицевых серым цветом провязываем. Опять из одной петли мы вывязываем 3. И так до конца ряда теперь. Один, два, три. 1, 2, 3 вывязали. 3 серых лицевых провязали. И опять из одной петли 3. И осталось 2 петли. Одну провязали лицевую и кромочную я провязываю изнаночной. Все. Теперь по изнаночной стороне вяжем по узору, как вязали вот в предыдущем ряду. Изнаночные серые провязываем изнаночными, 3 белых провязываем вместе лицевой петлей. Довязали изнаночную сторону. Переходим на лицевую сторону. Теперь по лицевой стороне все петли провязываем лицевыми. И по изнаночной стороне все петли провязываем лицевыми. Заканчиваем вязать серую вот эту вот полосу.
Довязала до конца ряда лицевыми петлями. Теперь последняя кромочная провязываем. Я провяжу ее сразу розовым цветом. Теперь что я сделаю? Средняя часть у меня закончена. Вот такая вот у меня будет узкая средняя часть. Значит, далее буду сейчас вязать вот эту вот вторую половину. У меня всего было 41 петля. Здесь я оставила 18. Значит, сейчас мне нужно добрать петли. 23 петли розовым цветом я набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набираем 23 петли. 7, 8, 9, 10. Если у вас было меньшее или большее количество, соответственно, своему количеству набираем петли. Набрала петли. Теперь весь ряд я продолжаю вязать по узору. Розовым будем вязать. Сейчас будем делать со снятыми петлями. Первый вот этот вот ряд провязываем все лицевыми петлями. Так, здесь первую петлю набранную провязала. Далее провязываем весь ряд до конца. У меня розовый цвет, все провязываю лицевыми. Так, на спице у меня 41 петля обратно. Провязала все лицевыми, и я продолжаю вязать точно такую же вот полосу, как вязала в начале. Только сейчас я провяжу полосу розовую, далее опять провяжу серую и опять провяжу желтым цветом. Все точно так же. Вот с начала ряда. Значит, провязали до конца лицевыми, перешли на изнаночную сторону. Теперь мы вяжем узор наши чешуйки эти со снятыми петлями, как вязали в самом начале. Первую снимаем, одну провязали, одну сняли, не провязывая. Одну провязали лицевую, одну снимаем. Так вяжем до конца ряда. Перешли на лицевую сторону, продолжаем все вязать по узору. Что у нас было по узору? Второй ряд был по лицевой стороне. Да, был первый, второй, я уже запуталась. Лицевая сторона мы теперь вяжем все лицевыми, а по изнанке мы вяжем со снятыми петлями, да? Вяжем все лицевыми и по изнаночной стороне провязываем в шахматном порядке. Потом перейдем на серый цвет и точно так же, как вязали в начале, провяжем серым, у нас розовым, потом серым и потом желтым. И в конце у нас вот, что у нас будет 2 ряда серым цветом, лицевыми петлями. Значит, довязываем вторую сторону сейчас по узору, все точно так же, как мы вязали в самом начале. Довяжем, я к вам вернусь и будем вязать дальше. Закончила вязать вторую половину. Теперь закрываю петли. После желтой полосы я провязала 2 ряда лицевым серым и серыми закрываю петли. Значит, когда я провязывала серым, я желтый цвет по изнаночной стороне через каждые 2 петельки перебрасывала и нить подвела вот сюда к мыску. Для чего? Потому что сейчас я полосу первую провяжу желтым цветом. Значит, сейчас что я делаю? Все, одинаковое количество рядов слева и справа, закрываем петли теперь. По 2 петли вместе обычным способом закрываю. Розовую нить не обрезала, потому что она нам пригодится. Мы будем делать обвязку розовым цветом. Закончила закрывать петли. Последняя петля у меня осталась. Теперь я сразу перехожу на желтый цвет. И теперь по мыску наберу петли. Значит, я вот среднюю петлю отметила посередине. У меня с этой стороны 12 петель, и с этой стороны сейчас должно быть 12 петель. С помощью крючка, как я уже сказала, будем набирать. Так, одну петельку, вторая, одна на спице, вторую набрала, третья. Под крайние 2 дужки ввожу крючок и набираю петлю. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Теперь одна у меня посередине. 12 наберу по второй части и получится 25 петель. Так, набираем. Так, и последняя петля вот в самый угол. В узел прям ввела, захватила. Ага, все, вытащили. Теперь далее. Далее будет все очень просто. Переходим на изнаночную сторону. Все петли провязываю лицевыми. Первую снимаем, подтянула, все провязываю лицевыми. Следующий ряд я перехожу на основной цвет, еще один ряд провяжу лицевой и изнаночный серым лицевыми. Я весь мысок буду вязать лицевыми петлями, а потом уже буду делать убавки на мысок. Значит, сейчас что я делаю? Желтым провязала 2 ряда лицевыми, далее серым провяжу лицевой и изнаночный и буду делать убавки. Так, перехожу сразу на серый цвет. Желтый больше не нужен. Далее провязываем все лицевыми. Первую сняла, опять до конца ряда и по изнанке возвращаемся лицевыми петлями. Перешли на лицевую сторону, провязала 2 ряда платочной вязкой. Теперь далее делаем убавки на мысок. Будем убавлять мысок. Первую петлю снимаю, следующую провязываю лицевой, следующие 2 петли провязала вместе, то есть убавила 1 петлю. Вяжу до конца ряда и точно так же сделаю убавку в конце ряда. Пришла в конец ряда, осталось у меня 4 петли, 2 петли провязываю вместе, следующую провязала лицевой и кромочную провязала изнаночной. Убавки будем делать только в лицевых рядах. По изнаночной стороне все петли провязываем по узору без изменений, то есть лицевыми петлями вяжем все. Здесь первую сняли кромочную, оставшиеся петли провязываем лицевыми. По лицевой стороне убавлю до 11 петель. У меня останется 11 петель, и потом будем делать обвязку всего следка. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем мысок, убавляем петли. Убавила петли, и последний ряд я заканчиваю по изнаночной стороне. Петли не закрываю, оставляю на спице. Так, далее я буду вязать розовым цветом на круговые спицы. Сейчас по всему следку наберу петли. Так, давайте я вам его замеряю сейчас сразу. Значит, в ширину, вот мыс у нас сколько получился? 9,5 сантиметров. Высота 10. Так, когда-то спрашивали вторая половина. Вторая половина. Ну вот, 9 чуть-чуть подтянула. Так, что дальше? Розовый цвет у меня здесь остался. Теперь спица номер 3. Опять я крючком поднимаю петли. Так, первую подняли. Теперь далее под две дужки. Захватила нить. Набрала петлю. Сколько у меня будет петель по боковой стороне до самого мыска? 49 петель у меня вышло.
Далее по мыску я провяжу 11 петель и точно так же наберу 49 по второй стороне, соответственно. Так, набираем петли. Набрала петли по боковой стороне. Теперь петли провязываю мыска 11 петель, задом наперед говорю, лицевыми все. Здесь сразу можно на обратном пути эти 11 петель выделить, повесить маркеры, чтобы потом, когда будем вязать подошву, не пересчитывать заново петли. Так, провязали. Теперь набираем на второй стороне, ввели крючок, первую петельку набрала и опять по одной крючок ввожу, значит, набираем. После того, как наберем все петли по изнаночной стороне, можно будет все ряды провязать просто платочной вязкой. Я сейчас покажу, как я провязала. Расскажу, потому что провязывать лицевыми петлями все ряды не имеет смысла отнимать время и у меня, и у вас. Значит, набираем до конца петли. Смотрите, что я здесь сделала. Я по изнаночной стороне первый ряд провязала чешуйками, вот этими со снятыми петлями, точно так, как я вязала вот здесь. 1-2 ряда. Далее у меня изнаночные 1, 2, 3 изнаночных. Там я потом к вам вернусь, провяжу еще 2 ряда серым, а потом уже перейду на подошву. Значит, сейчас провязываем то ли все лицевыми, то ли вот как я провязала первые 2 ряда со снятыми петлями. Так, продолжаю набирать петли и по изнаночной стороне вяжем. Заканчиваю делать обвязку слитка. Вот такое вот дело получилось. Значит, сейчас у меня последний ряд серым цветом. Как я уже говорила, я 2 ряда в конце провяжу серым цветом лицевыми петлями. Еще раз повторю. 2 ряда у меня было со снятыми петлями. 1, 2, 3 вот изнаночными. И теперь лицевыми. Значит, в сантиметрах это что у нас получается? Ну вот, больше, чем 2,5, смотрите. Так, последний ряд прошла я сейчас лицевыми петлями. Теперь с боковой стороны, вот по пятке, я наберу петли, обратно вернусь по изнанке лицевыми, и на второй стороне также наберу петли и вернусь по лицевой стороне изнаночными, и дойду до середины подошвы и начну вязать подошву. Тогда вот так вот сейчас я буду вязать. Значит, набираю петли. По краю у меня будет по пятке вот здесь 16 петель. Наберу 16 петель, первую на спицу, крючок вела по 2 дужки, вторую захватила, набрала, и так по одной набираю. Набрали петли, развернулись и провязываем все лицевыми. Первую сняла, оставшиеся петли провязываем вот до самого конца. Провязала петли, теперь набираю точно так же на второй стороне. Довязали до конца. И опять по 2 дужки ввела крючок, захватила петлю, набрала. По 2 дужки ввели, захватили, набрали. Набранные петли провязываю изнаночными.
Провязала 16 петель изнаночными. Далее намечаем середину 11 петель средних и провязываю все петли до начала лицевыми. Ой, со своим раненым пальцем провязала боковую сторону лицевыми. Теперь провязываю 11 петель средних лицевыми петлями. Провязала, разворачиваюсь по изнаночной стороне, первую снимаю, оставшиеся все петли опять провязываю лицевыми, все 11 петель. Опять развернулась и опять по лицевой стороне провязываю 11 петель и по одной петле буду набирать с боковой спицы, добавлять, расширять мысок, подошву. Первую сняла, опять все провязываю лицевыми. Извиняюсь за внешний вид моего пальца, но порезалась. Так, довязали петли подошвы до последней лицевыми. Петлю с боковой спицы провязала лицевой, добавила, подтянули здесь, развернулись. Теперь у нас получилось 11 и плюс 1 12. Провязываем эти 12 петель до конца и одну петлю добавляю с левой спицы. Довязали до конца, одну добавили, 11 12 13. Опять развернулись, провязываем 13 петель, 14 добавляем. Значит, у меня всего будет 17 петель. На маленький размер 36-37 оставьте 15 петель, расширьте до 15. Но опять же ориентируйтесь по ширине ноги, по плотности своего вязания. Значит, вяжем сейчас все лицевыми петлями, расширяем подошву, а потом перейдем на вязание со снятыми петлями. Будем вязать укрепленную подошву. Так, 16 петель и последнюю я добавляю 17-ю. Все, на этом я остановлюсь. Теперь перешли на лицевую сторону. Далее первую снимаю, провязываю 1 лицевая, 1 снимаю, не провязывая, 1 лицевая, 1 переснимаем, не провязывая, 1 лицевая, 1 пересняли, 1 лицевая, 1 пересняли. Так будем вязать по лицевой стороне в каждом ряду. 1 лицевая, 1 сняли. Вяжем до конца ряда. 1 сняли, 1 лицевая, 1 сняли, 1 лицевая, 1 сняли, 1 лицевая и последняя кромочная. Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой петлей по лицевой стороне. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, все петли провязываем изнаночной, последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжем изнаночной петлей по изнаночной стороне. Да? Так. Так, довязываем до конца. Так, вот она последняя петля, 2 вместе провязали, изнаночной соединили, подтянула, развернулась, опять первую снимаем, следующая лицевая, 1 снимаем, лицевая, 1 снимаем, лицевая, 1 снимаем. Так вяжем до конца ряда. Все, далее вяжем без изменений. Сняли, провязали, 1 сняли, 1 провязали лицевой, 1 сняли, 1 провязали, сняли, провязали,
сняли, провязали и последнюю соединили, 2 петли вместе провязали лицевой. По изнаночной стороне все петли провязываем изнаночными. Значит, провяжем так всю подошву, вот, до пятки дойдем, я к вам вернусь. Вяжем, соединяем петли. Последняя петля, петля с боковой спицы, соединили. Заканчиваем подошву. Провязала подошву до пятки, закрыли петли. Так, где у нас тут начало? В сантиметрах сейчас опять 23 сантиметра. Теперь переходим на пятку. У меня по подошве было 17 петель. Я сейчас убавлю 2 петельки и на 15 петлях буду вязать, закрывать петли пятки. Тем же самым способом, как я вязала подошву, также буду пятую закрывать. Вот так вот. Довольно-таки плотные получаются, потому что везде узоры со снятыми петлями у меня. А это дает дополнительную плотность. Значит, сейчас что я делаю? По краям убавлю по одной петле. Первую сняла, далее у меня идет лицевая петля, далее снятая. Значит, я переставлю местами. Первая снятая, следующие 2 петли провязала вместе. Далее вяжу по узору, одну сняла, одну провязала, одну сняла, одна лицевая, довязываю так до конца ряда и в конце сделаю опять убавку. Так, здесь теперь как мы убавим? Переставила петли. Две вместе провязала. Следующая у нас снятая. И последнюю соединяем. Перешли на изнаночную сторону. Опять здесь вяжем по узору. Первую снимаю, все провязываем изнаночными. И последнюю петлю закрываем с петлей с боковой спицы. Так провяжу, соединю все петли до конца. Соединила. Если у вас было меньше петель по подошве, например, 13-15, то пусть так и остаются. Убавлять не надо. Ну вот теперь что у нас получается. Первую снимаем, следующую опять снимаю. Далее вяжем по узору. Одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Продолжаем вязать пятку. Соединяем все петли. Вот видите. Вяжем. Заканчиваю вязать пятку, последний ряд. Значит, у меня с этой стороны осталась вот одна петля. И с этой осталось 2. Что я сейчас сделаю? Сразу вот эти 2 петли, которые остались с боковой стороны, закрываю вместе. Следующий ряд закрываю петли. Здесь у меня осталась одна петля. Теперь по 2 петли закрываю вместе. Далее 2-3 раза закрою по 3 петли вместе, убавлю. Вот одна на спице и следующие 2 закрою вместе. Далее опять 2 петли вместе закрыла,
2 петли провязала вместе, закрыла. Следующую опять 3 петли провязала вместе, закрыла. Для чего так делаю? Чтобы не было сильно много петель по верху. Петель. Так, и вот осталось у меня 2 петли. Я тоже это закрываю одним махом. Все вместе закрыла, все. Закрыли. Теперь далее на спице номер 2,5 по всему верху я наберу петли. С помощью опять крючка. Вела крючок вот здесь вот. Надо как-то его просунуть. Ох, как это я тут так умудрилась накрутить. Это когда закрывала серым цветом. Вытащила одну. Далее под 2 дужки вела крючок. Захватила нить, вытащили петлю. Опять ввели крючок, захватили, вытащили петлю. Так по одной наберу. Значит, у меня будет 60 петель. Далее, что я сделаю? Наберу на 4 спицы петли. Первый ряд я провязываю все изнаночными. Далее я провяжу 13 рядов. Ну, желаемую высоту у меня будет 13. Внешнюю часть вот серым цветом, внутреннюю часть можно по желанию провязать контрастным цветом. Это опять же по желанию. Можно все вязать одинаковым цветом. Лицевыми петлями. Первый ряд изнаночными, остальное все вяжу лицевыми. Значит, сейчас что делаю? Набираю петли. Провяжу, к вам вернусь. Провязали высоту 12-13 рядов. В сантиметрах у меня ну, почти 3 сантиметра, не доходит немножечко. Лицевыми петлями все провязала. Теперь выворачиваю это все на изнаночную сторону. Еще что я вам хотела сказать. Я внутреннюю часть провязываю на спицах на полномера меньше. Тогда вот эта бейка, она лучше заворачивается. Не всегда, но когда петель много по верху, я вот внутреннюю часть на полномера меньше вяжу. Так, вывернули наизнанку. И теперь перегнули этот верх. Разровняли все, чтобы нигде ничего не перекосило. Снимаем одну петлю со спицы. Так, что у нас здесь? Вот поперечные петельки проходят. Мы набирали на 4 спицы петли. Вот изнаночные такие петельки. Подхватываем одну подхватили. Захватили нить. И раз примонтировала, и второй раз подвязала. Я вот так делаю. Можно это также иглой делать. И трикотажным швом закрывают. Ну, мне так более всего удобнее таким способом. Подхватила одну. Нить захватили. Раз протянула. И второй раз протянула. Так по одной присоединим. Все петли соединим. Петля со спицы и петля с первого наборного ряда. Вот у нас. Все, присоединили. У меня на этом сегодня будет все. Вот так вот это получается. Вот так вот получается. Девочки, мальчики, всем спасибо за просмотры, за оставленные комментарии и подписки. Всем легких петелек, всем мира и добра. Пока-пока, до новых встреч.